Всем привет, дорогие друзья! Вы снова на канале Ранчо у Санчо. Совсем скоро будет главный семейный праздник зимний, Новый год, Рождество. И вот на такие праздники люди обычно много всяких вкусностей готовят. Я вам предлагал приготовить запеченное мясо. Показывал на своем канале, ссылочка будет в описании, либо же в конце видео, как приготовить большой, вкусный, запеченный кусок мяса, фаршированный с овощами, с сыром. Это очень аппетитно и очень классно. Также, если же живете в частном доме, можно приготовить какой-нибудь зимний новогодний шашлык. Это шашлык на апельсинах. Тоже ссылочку оставлю. Ну и опять же, наверное, я его еще приготовлю. А также можно приготовить красивейшего просто вот такого вот гуся. Друзья, гусь очень жирное, очень вкусное блюдо. Сегодня я вам покажу, как приготовить новогоднего, либо же рождественского гуся. Ну а вы не забывайте подписаться, поставить лайк, обязательно написать комментарий. Ну и делитесь этим видео со своими друзьями и родственниками. Гуся нужно под водой немного промыть, если есть еще старая перина, обпалить, после чего хорошо ножом прошкрябать. Ну и поехали. Шейку нужно отрезать, шея не нужна, но так, чтобы кожица еще осталась, потому что она будет съезжать. Берем и перерубаем. Также не забываем, здесь есть гуска, здесь есть железа, поэтому удаляем ее. А также крылышки, в них особо нету мяса, и они просто будут гореть при запекании. Вот здесь вот находится перепонка, по перепонке надрезаем, надламываем. И между вот здесь вот суставов отрезаем это крылышко. То же самое сделаем и здесь. И в итоге вот такая вот гусинка получается. А теперь подготавливаем маринад. Для маринада я возьму апельсин, и мне нужно достать с него цедру. Натираем цедру целого апельсина. Также отправляем сюда пару зубчиков чеснока. Много не надо, он перебьет весь аромат, но небольшой аромат чесночка просто должен быть. Добавляем сюда немного соевого соуса. Буквально 2 столовых ложки. Даже 1,5. Добавляем черного перца. Добавляем сюда соль. 2 щепотки. И также для аромата, у нас блюдо не острое, но аромат должен быть. Кладем сюда 1,5 чайные ложки хорошей аджики. И теперь совсем отправим чуть-чуть сока апельсина. Перемешиваем. Гусь сам по себе немного жирный, поэтому мы совсем чуть-чуть добавим оливкового масла. Много не надо, чтобы хорошо объединились все специи. Теперь перемешиваем. Вот такой вот апельсинный будет маринад. Мы и внутрь нафаршируем яблоками и апельсинами, и здесь. А теперь начинаем мариновать. Смотрите, вот здесь вот залазим, смотрим, чтобы все потроха были удалены. Ну а далее берем маринад, смазываем, что спереди, что сверху, что со всех сторон, в общем, смазываем таким маринадом. Хорошо его натираем. Мясо нужно промариновать минимум часа 4, а то и желательно 8 часов. Я сегодня отправляю на 4 часа. Вот так вот я его забираю, отправляю в пакет, чтобы просто мясо не заветрилось. Заворачиваю вот так вот на узелок, чтобы поменьше воздуха сюда поступало. Можно отправить в холодильник, можно в тамбур. Ну, в общем, в прохладное место. Ждем 4 часа. Ну, а далее я вам покажу, как я приготовлю вкуснейшего гуся. Друзья, прошло 4 часа. Вот так вот варварским способом раскрываем пакет. И гусь замариновался. Достаем его из пакета.
теперь его надо начинить апельсиновыми фруктовыми нотками. Для этого берем апельсин, разрезаем пополам, ну и здесь дольки, которые вам необходимы. Я вот так вот на такие четвертинки. Апельсиновый вкус придаст хороший аромат гусю, поэтому берем именно их и возьмем кислые зеленые яблоки. И начинаем вот так вот фаршировать. У гуся здесь очень много места внутри, поэтому очень много влезет начинки. Отправляем, чередуя яблоки, апельсины. У меня есть вот такая вот толстая игла. Если нету, ну придется вручную. А теперь начинаем зашивать. Берем рукав для запекания, отмеряем его и отрезаем. Получилось отлично. И, кстати, чтобы придать более ароматный вкус цитрусовых, берем апельсин и нарезаем кольца. Вот, чтобы апельсины давали еще сок. Вот это давайте вот в центр, вот эти вот так вот по бокам. Берем немного шпагата и завязываем. В общем, сделайте пару надрезов небольших, пару надколов, друзья. И вот такой вот новогодний рождественский гусь. Вот, он, кстати, вмещается у меня. Отправляем в духовку на 180 градусов на 1:40. Прошло 1:40. Гусь, посмотрите, как подрумянился, какой он красивый. Вот так вот аккуратненько вскрываем. Горячее все. Посмотрите, уже загорелый и нет. Ничего, подрумяним. Я хочу сразу же подготовить гарнир к такому прекрасному гусю. Можно вот на такие дольки, будет как картошка по-деревенски. Картошку отправляем в глубокую тару. Немного наливаем оливкового масла. Добавляем черного молотого перца. Совсем чуть-чуть итальянских трав. Обычной сладкой паприки. Солим. И капельку розмарина. Берем и здесь все перемешиваем. Поверьте, ароматная будет картошечка. Переложил гуся и застилаем противень фольгой. Вот эти вот лапки и ножки нужно обернуть фольгой, чтобы они дальше не подгорали. Укладываем вот здесь, вот рядышком. Кстати, гуся переложил на сторону грудки, потому что с этой стороны подзапеклось. Выкладываем картошку, гарнир. Пускай запекается. Чуть-чуть подворачиваем фольгу. Вот так вот закрыли фольгой.
Отправляем общее время 1:20. 50 минут мы делаем в фольге. Потом фольгу снимаем и 30 минут колируем и дожариваем. Придаем ароматную корочку и гусю, и картошке. Убираем фольгу. И отправляем еще на 20-30 минут подрумяниться. Восхитительный просто гусь получается. Ну и как всегда долгожданный момент дегустации. Срезаем. Мясо вообще потрясающе. Всегда кусочки нарезайте, чтобы здесь было немного кожицы и немного мяска. Горячее, но мясо просто тает. Картошечка. Очень вкусно. Насколько же вкусный гусь получился. Вот этот слой жирка, он придает невероятную просто. Я даже не знаю, как передать словами. Очень вкусно. Обязательно кусочки срезайте вот чуть-чуть с кожицей. Очень вкусно. Очень вкусный гусь. Рождественский, новогодний. В общем, потрясающее блюдо. И здесь у нас есть же запеченные фрукты. Это яблоко вот такое вот печеное. Помните, когда в детстве делали компот и внутри оставалось яблоко? Вот что-то приблизительно такое же. Но апельсин, он просто придал вкус. Класс. Кстати, в гусе не только мясо самое вкусное, а самое вкусное поглодать косточки у гуся. Друзья, всем до новых встреч, до новых видео. Пока.